Представьте себе, что история этой ароматической специи уходит в далекий 2700 год до нашей эры. Именно тогда она была впервые описана в китайских текстах. В первом веке уже нашей эры эту специю оценивали в 15 раз дороже серебра. И для поддержания такой цены арабские торговцы рассказывали фантастические истории про нее. Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Руслан Авакжанян. Это обзорный ролик про корицу. Через пару секунд начинаем. Сначала, как обычно, хочу объяснить, что, на мой взгляд, полезную зрителям информацию для своих роликов я подбираю в открытых источниках. И эта подборка является мнением автора, не претендующим на истину. Подписывайтесь на канал и начинаем. Несколько слов о полезных свойствах корицы. Из двух продающихся сортов более сладким и с легким ароматом считается цейлонская корица. Индонезийский сорт распространен в основном в США. У корицы два основных свойства. Первое. Она теплая и стимулирующая, что пробуждает пищеварение и согревает внутренности. Второе. Она сладкая и вяжущая, поэтому она еще и питает и тонизирует. Корица может приносить тепло холодным рукам и ногам благодаря тому, что она мягко разжижает кровь, увеличивая тем самым ее циркуляцию. Она также облегчает зубную боль. Ее тонизирующие и противомикробные свойства могут уменьшать уровень бактерий во рту. Некоторые противопоказания. Очень осторожно нужно относиться к применению корицы при предрасположенности к кровотечениям. Я говорил уже, что она слегка разжижает кровь. При повышенной чувствительности кишечника тоже лучше остерегаться от использования корицы в пищу. Пожилым людям и людям с повышенным артериальным давлением также не стоит увлекаться продуктами с высоким содержанием корицы. О применении в кулинарии. С тех пор, как я начал увлекаться кулинарией, это уже лет 10, про корицу я знал только одно, что она очень хорошо сочетается с яблоками и сладкими выпечками. На моем канале есть рецепт яблочного штруделя, где я использовал корицу. Можете посмотреть его, перейдя по ссылке в подсказке вверху. Но это, как оказалось, не единственный случай, где корица уместна. Она также хорошо сочетается с мясом. Корицу добавляют в чай, кефир, в шоколад. Сейчас в продаже часто попадаются всевозможные смеси специй, в состав которых входит корица, не только для смягчения состава специй, но и для усиления ароматических свойств. Я же в своей практике по-прежнему использую корицу в основном в выпечках и в сладостях на основе яблок. Если вы перейдете по ссылке в подсказке, то попадете на ролик со сладкой выпечкой, где корица тоже послужила ароматизатором. Несколько предостережений, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, не следует беременным в больших количествах употреблять корицу. Второе свойство – корица снижает уровень сахара в крови. Это, с одной стороны, положительный побочный эффект, но при некоторых заболеваниях нужно быть внимательным к себе. А еще не рекомендуется употреблять корицу в больших количествах совместно с приемом препаратов разжижения крови. Вот на этом свой короткий обзорный ролик о корице я завершу и хочу напомнить, что у меня на канале есть новая рубрика, в которой я более подробно, отдельно рассказываю о кулинарном применении пряностей и специй. Так что если вас, мои дорогие зрители, интересуют рецепты выпечек, чаев, пудингов с применением корицы, то я с удовольствием расскажу вам о них и даже поделюсь собственным опытом. Друзья, надеюсь, эта информация была полезной для вас. Напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал и чтобы не пропустить новые ролики, жмите на колокольчик, ставьте лайки, делитесь ссылкой со своими друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Пока!